Похоже на жопу белки, да? О чем вообще этот влог? Я хотел бы рассказывать просто вот свое видение, что нужно вообще, чтобы снять короткометражный фильм, когда нету бюджета, когда просто вот вы хотите что-то сделать, а у вас, в принципе-то ничего особо-то и нет. Я решил, что блог будет сейчас, это будет интересно тем, кто хочет попробовать, про съемки именно короткометражки вот этой, которую сейчас будем делать. Проект называется «Нужное радио». И вот здесь вот будет ссылка, там вы можете смотреть новости по съемкам. Я предлагаю в группе сразу, что если кто-то хочет поучаствовать, люди пишут. Не суть. Начать стоит вообще хотя бы просто с идеи. С идеи того, что вам интересно. Это может быть идея, которая уже где-то там озвучивалась в книге, да, либо это может быть модифицированная идея. Вы можете что-то узнать из какой-то книги, из романа, из даже фильма, да, то есть и поменять эту идею, преобразовать ее в что-то новое, да. С этого, в принципе, начинается любое произведение, с идеи. После того, как у вас уже есть какая-то идея, да, имеет смысл начать писать просто сценарий. Это может быть даже не сценарий, там, да, это может быть просто рассказ, просто повествование. Когда вы пишете, ваш мозг, он немножко по-другому это анализирует, и как бы варианты, они будут сами появляться. Варианты завязки, развязки, да, то есть кульминации, вот эти вот какие-то сцены в голове у вас будут возникать. И поначалу будет казаться, что это прям вах, вот это вот ошибка вот первая, что будет казаться, что это просто вот именно так и будет. Нет, оно никогда не получится так, как у вас было в голове, это нормально. К этому просто нужно привыкнуть. После того, как у вас появилась идея, после того, как вы написали хоть что-то на бумаге, это, да, начинаете просто писать разные вариации вот этого, пока вам, не понравится что-то. Как только вам это понравилось, просто это возьмите, отметьте там, например, что вот этот там вариант мне понравился. И отложите его нахрен где-нибудь там на неделю, на две, может быть. А потом сядьте, перечитайте его еще раз. Потому что, потом уже ваше восприятие этого поменяется. Дайте перечитать вашу идею, либо ваш сценарий 3 разным вашим друзьям. Если, все 3 согласились, то что-то не так. Должен быть какой-то изъян. Не может все всем понравиться. И вот нормально, когда что-то где-то не нравится кому-то, да, это значит, что разное восприятие вот этой вещи. Это так и должно быть. Я считаю, что если у вас есть какая-то идея, и если она интересна людям, то люди ее, они будут с одной стороны осуждать, а с другой стороны принимать. Это как, знаете, вот позиция героя в фильмах, к примеру, что далеко ходить, «Мстители», да, все смотрели вот это вот. Это больше, конечно, может быть фильм там и для школьников называют. Посмотрите, как там круто обыгран злодей, вот этот главный, Танос, да. Ему иногда хочется сопереживать, к нему относятся все по-разному. Сопереживать не именно ему, а его выбору вот этому. К вашему сценарию тоже так же должны относиться. То есть где-то принимать, где-то нет. Видимо, вот так вот. Я считаю, что так. Я не говорю, что так пишут в книгах по сценариям. Не говорю, что так снимал Тарантино, там, да. Мое видение такое. Сценарий. В чем можно писать сценарии? Я бы рассказал в отдельном блоге, но кратко. Вообще, для начала вы можете писать хоть на лист просто, да, на простую тетрадку. Вы можете писать это как от руки, да, так и писать в специфичных программах, типа там KISS-сценарист, да, есть там еще другие программы, мне просто это очень понравилось. Либо там разметка специальная для сценариев есть в Word, да, вы можете шаблон найти в интернете и по нему писать. Это не столь важно, если вы сценарий не собираетесь кому-то показывать. Это важно для вас, чтобы вам было понятно, где что. А затем имеет смысл подумать о том, как вы будете это снимать. Дело в том, что многие пишут в сценариях те вещи, которые сами снять не могут. Это вот как мы писали там сценарий к тому же SCP, да, мы писали не исходя из того, что нам хотелось бы, мы писали исходя из того, что мы можем. Мы не можем взорвать там какую-то машину там, да, на проезжей части, или не можем там еще что-то, как-то так. Пишется сценарий, исходя из ваших возможностей, точнее переписывается. Сначала вы пишете, как вы хотите, а потом переписываете уже так, как вы можете снять. Все почему-то думают, что чтобы снять фильм, нужен там какой-то специальный аппарат, куча возможностей. Да просто на мобильный телефон люди уже фильмы снимают. На iPhone, да пофиг на что. Просто главное это подход, ваше желание, вот ваша смекалка, то, как вы это сделаете, да. Это инструмент. Да, круто, когда у вас там есть профессиональная камера, много возможностей, но начать можно с чего угодно. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что конкретно вам интересно было бы узнать про это, да, я бы, может, больше про это говорил. Из того, что я только знаю, я не специалист, не профессионал, но я думаю, интересно, какой-то опыт у меня есть. В следующие выпуски я буду делать уже конкретно про монтаж, про подбор актеров, про то, как это вообще снимается, как это выглядит вообще со стороны, да, постобработка, постпродакшн, то есть вот это вот все дело, да, куда, как, что. Надеюсь, что вы поддержите меня хотя бы там репостом или новостью о том, что вот мы снимаем, да, там что-то, потому что, был бы рад познакомиться с разными творческими людьми. Потому что не заколебал одному сидеть и говорить вот в эту маленькую дырочку, понимаете? Было бы круто, чтобы кто-нибудь со мной вместе говорил. Раньше это был Ванька Горбатюк, которого сейчас уже
Ну, он есть, он просто уехал отсюда в Минск. Раньше мы снимали фильмы вместе. Ты помнишь это, Ванька, а?